Глава 58. Лезвие меча пронзило сердце демона насквозь, он повалился на земь, убитый. Повержены нечистые силы, небеса не спаслали нам свое благословение, по обеим сторонам улицы Шинью бушующими волнами закипал гул толпы, все громче и громче с каждой секундой. На круглой площадке перед киноварно-красными вратами императорского дворца двое монахов, исполнивших роли сражающихся небесного божества и демона, отвесили поклоны по кругу, выражая благодарность публике, и, по-прежнему не выпрямляя спины, разошлись в разные стороны. Когда представление для разогрева публики завершилось, воодушевление среди зрителей взметнулось до небес. Теперь не только на улице Яблоку негде было упасть, смельчаки столпились даже на крышах, все хлопали в ладоши, кричали, выражая одобрение и требуя продолжения, размахивали руками и прыгали от радости. Толпа безудержно ликовала. Чтобы взглянуть на великолепное зрелище, весь народ стекся сюда, покинув свои жилища. И если когда-нибудь люди спросят, какое в истории государства синее шествие в честь ежегодного жертвоприношения небесам на празднике фонарей достойно назваться самым неповторимым, наверняка ответом станет сегодняшний день. На высоких трибунах ряд за рядом восседала взирающая на происходящее сверху аристократия и знать в роскошных одеяниях. Все без исключения лица, будто вырезанные из нефрита, сияли подобающими окружению улыбками. А внутри императорского дворца терпеливо ожидала своего выхода процессия из нескольких сотен человек. Прозвенел колокол, и советник государства, разгладив несуществующие усы, начал перекличку: воины, прокладывающие путь, здесь танцовщицы, здесь музыканты, здесь лошади, привели демон, здесь. Воин, радующий богов, ответа не последовало. Советник нахмурился, предчувствуя неладное, обернулся и спросил исполнитель роли Шинью. Где его высочество наследный принц, по-прежнему никто не ответил. А тот, кто отозвался на демон, спустя пару мгновений снял свирепую клыкастую маску, обнажив бледное изящное лицо. Под маской оказался юноша лет 16-17, с безупречно чистой бледной кожей и такими же бледными губами, но при этом с глазами цвета обсидиана, яркими и сверкающими. Несколько чрезвычайно тонких прядей мягких волос падали на лоб и щеки юноши, он производил впечатление спокойного и смышленого человека, что составляло яркий контраст со свирепой маской, которую он держал в руке. Юноша тихо ответил, его высочество наследный принц отошел. Советник едва не бухнулся в обморок. К счастью, он помнил, что перед важным событием обмороки недопустимы, поэтому устоял на ногах и, охваченный ужасом, забормотал: «Как? Как он мог отойти? Когда его высочество отошел? Вот-вот почетный караул выйдет из дворца, вытянет платформу, на которой не окажется божества, только демон, и тогда каждый подойдет, чтобы плюнуть в меня, вы и моих старых костей не выловите. Муцин, почему ты не задержал его?» Муцин потупился, его высочество перед тем, как уйти, просил передать вам: не стоит беспокоиться, просто действуйте, как задумано, не нарушая порядка, а он скоро появится. Советнику показалось, что его сердце жжет огнем от переживаний. Да разве можно не беспокоиться? Что значит «скоро появится»? Когда это скоро? А если он не успеет, что тогда? Народ за воротами императорского дворца, ожидавший снаружи уже несколько часов с самого рассвета, давно потерял терпение, люди громко кричали, поторапливая процессию. К советнику подбежал один из монахов со словами: «Ваше превосходительство, государыня послала слугу узнать, почему почетный караул не начинает шествие. Счастливый час вот-вот пробьет, и если сейчас не начать, время будет упущено». Дослушав монаха, советник искренне пожелал, чтобы прямо сейчас в город вторглась армия мятежников, чтобы и это шествие, и жертвоприношение небесам, и весь праздник фонарей катились в тартарары. И ведь надо же было в такой жизненно важный момент все испортить, и если бы виновником неприятностей оказался кто угодно другой, советник давным-давно воспылал бы гневом. Даже если бы он схватил меч и убил наглеца, никто бы не удивился. Но надо же было такому случиться, что этим человеком окажется иго-гордость, его самый-самый драгоценный ученик, да еще и кое-чей самый-самый драгоценный сын.
Ни поколотить, ни отругать, ни тем более убить его, конечно же, нельзя. Чем покуситься на жизнь принца, лучше уж сразу избрать самоубийство. Внезапно кто-то вбежал в императорский дворец сквозь темнеющий коридор главных врат и громко вопросил: «Ваше превосходительство, почему все еще не отдан приказ выступать?» Нужный момент вот-вот наступит, снаружи все заждались, говорящий-то же оказался юношей 16-17 лет, обладателем стройной фигуры, высокого роста и кожи цвета пшеницы. За его спиной виднелся черный лук и белоснежные оперения стрел в колчане. Он плотно поджимал губы и сурово хмурил брови, невзирая на молодость, взгляд его излучал решительность. Увидев юношу, советник тут же вцепился в него с криком: «Фэн Синь! Где его высочество наследный принц?» Фэн Синь вздрогнул и тут же будто что-то осознал, его взгляд наполнился яростью, и он наградил этим гневным взглядом Муцина. Но тот уже безмолвно нацепил маску, за которой скрылось выражение его лица. Фэн Синь мрачно произнес: «Сейчас нет времени вам все объяснять. Немедленно выдвигайтесь, его высочество наследный принц вас не подведет, выбора не оставалось. Что вытянуть платформу без исполнителя роли Шинью на ней, что протянуть и упустить момент, все одно смерть». Советник в отчаянии махнул рукой и отдал приказ: «Музыку, выдвигаемся». Тут же грянули духовые и струнные, передние шеренги в лице сотни воинов императорской стражи разразились стройными криками, замаршировали и повели за собой всю грандиозную процессию. Вышагивающие вперед воины олицетворяли решительное преодоление препятствий на жизненном пути. Следом шествовали отобранные из десятков тысяч исключительно целомудренные девушки, кроткие и прекрасные. Они держали в белоснежных руках плетеные корзины и разбрасывали вокруг распустившиеся бутоны, символ благовещего пожелания счастья. Цветы увянут, обернутся ароматной пылью, на благоухание от них останется неистребимым воспоминанием в людских сердцах. Музыканты восседали в повозке, выкованной из настоящего золота. Появление процессии вызвало бурные приветствия публики, толпа принялась, отталкивая друг друга, ловить летящие бутоны. Но каким бы великолепием, роскошью и торжественностью не сияла процессия, все это было лишь прелюдией к главному событию. Красочная платформа, завершающая парад, вот-вот должна показаться из ворот. 16 белых лошадей в золотых уздечках медленно прошли сквозь темнеющую арку ворот императорского дворца и появились перед бесчисленной публикой. На платформе стоял демон в черных одеяниях с жуткой маской на лице. Выставив горизонтально перед собой чжэньмада длиной в 9 чи, он молчаливо принял стойку, готовый к битве. Советник напряженно взирал на платформу и всем сердцем надеялся на чудо. Однако чуда не происходило. Толпа начала громко возмущаться. Аристократия на высоких трибунах стала недоуменно хмуриться и переглядываться, спрашивая друг у друга, что происходит. Почему воин, радующий богов, не на платформе, его высочество наследный принц не явился на торжество, где Лянь-гэ-гэ, в самом центре трибуны восседал мужчина благородной внешности и его драгоценнейшая прекрасная жена, белокожая и нежноликая. То были государь и государыня Синьлэ. Не увидев того, кто должен был появиться на платформе, государыня слегка обеспокоенно посмотрела на мужа. Государь крепче сжал ее руку и утешительным взглядом подал знак не волноваться, а спокойно наблюдать за развитием событий. Вот только толпу людей внизу утешить было некому, они принялись кричать еще яростнее, и казалось, крыши зданий вот-вот опрокинутся от этих воплей. Советник искренне пожалел, что ему не хватает отваги прямо здесь и сейчас покончить с собой. Однако Муцин на красочной платформе выглядел абсолютно спокойным, отсутствие противника нисколько не повлияло на скрупулезность исполнения им роли. Сабля зазвенела в руках, тяжело ударив о платформу, затем вытянулась вертикально вверх. Посреди столь тяжелой атмосферы холодного неприятия, этот юноша в черных одеяниях, исполнившись рвения и мощи, совершенно добросовестно начал представление в роли демона. И лицом, и тонкой фигурой юноша, изящный и утонченный, напоминал интеллигентного ученого мужа, но несравнимо тяжелая сабля в его руках порхала беспримерно легко и проворно, будто вовсе невесомая.
На платформу друг за другом запрыгнули несколько десятков монахов, играющих роли борцов с нечистью, которых Муцин точно так же одного за другим одолел и вновь столкнул вниз. Рассуждая по совести, юноша размахивал саблей весьма умело, сражение захватывало красотой, и многие начали выкрикивать ему одобрение. Но все же подавляющее большинство пришли сюда не ради представления «демон сражает людей». Толпа беспорядочно загалдела: где воин, радующий богов? Где его высочество наследный принц? Мы хотим видеть его высочество в роли императора Шинью. Демон, изыди! С верхнего этажа послышался возмущенный крик: где мой царственный брат? Это что за чертовщина? Кому охота глазеть на эту ерунду, мать вашу, где мой царственный брат? Даже без взгляда в ту сторону становилось понятно, кто кричит громче всех. Разумеется, это был князь Сяцин, Цижун. И когда люди, услышав крики, подняли головы, в самом деле увидели юношу в роскошных светло-бирюзовых одеяниях и с драгоценным обручем на шее. Молодой человек перегнулся через перила, гневно потрясая кулаком в сторону процессии. На вид мальчику было 15-16 лет, на припудренном лице выделялись черные, подведенные тушью брови. Его можно было назвать привлекательным, даже красивым, однако облик источал такую злость, что казалось, он сейчас перемахнет через перила, спрыгнет и кого-нибудь побьет. К счастью, трибуна располагалась слишком высоко, и прыжок, если не стал бы смертельным, то закончился бы переломом ноги. Поэтому юноша лишь схватил попавшуюся под руку чайную чашку из белого нефрита и запустил вниз. Чашка полетела прямо в затылок демону и вот-вот достигла бы цели, лишив несчастного сознания и забрызгав платформу кровью, однако к всеобщей неожиданности демон чуть повернулся, наклонил саблю и ровнёхонько поймал чашку концом лезвия. Чашка, покачнувшись, замерла на лезвии, вызвав тем самым взрыв одобрительных возгласов. Муцин снова подбросил чашку в воздух, один из монахов под платформой благополучно поймал вещицу, а юноша совершенно спокойно продолжил играть демона, танцуя с саблей и сражая людей. Цижуна это ужасно взбесило, он уже хотел запустить в Муцина еще чем-то, но государыня приказала слугам оттащить его от платформы, что им вполне удалось, хоть и не без труда. Тем не менее, лица представителей императорского рода становились все более серьезными, они понемногу начали волноваться. Шутка ли, исполнитель роли Шинью куда-то испарился прямо перед торжественным шествием в честь ежегодного жертвоприношения небесам, как вдруг толпа взорвалась прямо-таки ураганом торжествующих криков, намного более мощным, чем любые одобрительные восклицания, прозвучавшие до этого. Белоснежная фигура спустилась прямо с небес и приземлилась перед черным демоном. В моменте изящного приземления на колено белые одеяния слой за слоем расстелились по красочной платформе, образуя форму огромного цветка. Его лицо скрывала золотая маска. Сжимая в одной руке обнаженный меч, он взмахнул другой рукой и легонько ударил по грозному лезвию, которое огласило округу приятным звоном. Жест источал невозмутимую безмятежность, словно воин в белых одеяниях ни во что не ставил черного демона перед собой. Демон медленно поднял саблю и направил острие на противника, а воин неторопливо поднялся на ноги. Глаза Цижуна ярко сверкнули, лицо покраснело, он вскочил и громко крикнул: «Мой царственный брат! Мой царственный брат явился!» Абсолютно все присутствующие, и наверху, и внизу, раскрыли рты от удивления. Подобный выход на сцену поистине мог называться нисхождением небожителя, лишь настоящий смельчак мог отважиться на подобное. Башня городской стены в высоту насчитывала не менее, а то и более 10 джанов, и его высочество, наследный принц, который сам по себе уже являлся драгоценным сокровищем, спрыгнул вниз прямо с этой башни. В тот миг бесчисленные зрители решили, что в мир смертных снизошло истинное божество. Теперь же, когда люди пришли в себя, горячая кровь закипела в их жилах от возбуждения пополам со страхом, и толпа разразилась бурными аплодисментами. Цижун первым захлопал в ладоши, столь сильно, что ладони покраснели, и закричал так громко, что его голос сорвался на хрип. Государь и государыня с улыбкой переглянулись и тоже поаплодировали, а остальные члены императорского рода заметно расслабились, выдохнули и присоединились к всеобщему ликованию.
Толпа по обеим сторонам улицы Шинью накатила волнами, сотни простолюдинов до такой степени воодушевились, что не из того пытались прорваться сквозь заградительную шеренгу воинов, всей душой желая подбежать и с громкими криками заключить принца в объятия. Тем временем на платформе две фигуры, черная и белая, демон и божество, встали друг напротив друга и взмахнули каждый своим оружием. Наконец, все готово к Китве. Все-таки они успели ко времени. Повисшее в воздухе сердце советника спокойно опустилось, и он поднялся на трибуну. Поприветствовав собравшихся коллег кивком головы, советник занял свое место, чтобы посмотреть на действо внизу. Государь с улыбкой обратился к нему: «Советник, и как вам пришло в голову столь поразительное начало представления, вышло поистине впечатляюще». Советник, стерев пот, улыбнулся в ответ: «Действительно, в высшей степени впечатляюще. Вот только мне крайне неловко это признавать, но задумка принадлежит вовсе не вашему верному слуге. Должно быть, это идея самого его высочества». Государыня Леска похлопала ладонью по сердцу со словами: «Это дитя так и норовит нарушить установленный порядок. Подумать только, никого не предупредив, спрыгнуть с огромной высоты. Я так перепугалась, что едва не вскочила на ноги». Советник с едва скрываемой гордостью заметил: «Об этом, Ваше Величество, можете не беспокоиться. Его Высочество наследный принц, должен вам сказать, в боевых искусствах превосходит заурядных мастеров. Не говоря уже о какой-то дюжине чанов, он способен с закрытыми глазами как запрыгнуть, так и спрыгнуть с башни выше в несколько раз и приземлиться легко-легко, словно перышко». На лице государыни отразилась радость, а она мягко произнесла: «Советник, ваши наставления не проходят даром». Советник рассмеялся: что вы, не льстите мне. Его Высочество наследный принц, баловень небес, талантами превосходящий иных, одаренный от природы, отпрыск императорского рода. Возможность обучать его Высочество — истинное везение для вашего верного слуги и всех наставников наследного принца. У меня есть благое предчувствие, что его Высочество, наследный принц, непременно сделает сегодняшнее представление ярчайшим в истории, радующим богов сражением в честь жертвоприношения небесам». Он вплел в свою речь 4 иероглифа неба, один за другим, да так складно, что лицо государя озарила улыбка. Он развернулся, возвращаясь к зрелищу внизу, и ответил: «Пусть ваши слова окажутся пророческими». Во время торжественного шествия на празднике фонарей главными действующими лицами являлись исполнители роли Шинью и свирепого демона. Обоих должны были играть юноши, превосходно владеющие искусством фехтования. В особенности это касалось первого, ведь одеяния воина, радующего богов, изготавливались согласно строгому церемониалу и отличались необыкновенным великолепием. По завершении всех необходимых деталей костюм с ног до головы весил около 40-50 циней. И воину, взвалившему на себя столь тяжелую ношу, предписывалось несколько раз обогнуть городские стены на виду у бесчисленных зрителей, завершить двухчасовое представление и в процессе не допустить ни малейшей ошибки. Неудивительно, что выдающиеся успехи в искусстве фехтования являлись необходимым условием для исполнителя. К счастью, искусство обоих юношей можно было назвать чрезвычайно выдающимся. Сверкала сабля и мелькало острие меча, один нападал, другой отступал, бой вышел на редкость красивым, движения идеально выверенными, наверняка перед выступлением они провели огромное множество тренировок. Государь заметил, кто исполняет роль демона, с которым сражается принц. Советник тихо кашлянул, прежде чем сказать: «Ваше Величество, позвольте ответить. Это один из молодых учеников монастыря Хуанцзи, его имя Му Цин». Государыня мягко произнесла: «Я вижу, это дитя сражается весьма достойно, он лишь немного уступает в искусстве боя нашему сыну». Должно быть, они с Фэн Синем примерно равны по силе. Услышав это, советник, однако, не выразил согласия. Цзэжун, который все время сидел у ног государыни, сложив голову ей на колени, и ел виноград, тут же выплюнул полный рот виноградной кожицы и запротестовал: «Тьфу, тьфу, тьфу! Нет, нет! Вовсе не немного уступает, а весьма значительно проигрывает. Далеко не каждый может сравниться с моим царственным братом». Государыня с улыбкой погладила юношу по голове,
а некоторые члены царственного рода вовсе покатились со смеху и, подшучивая, заметили, Жуннер слишком сильно привязан к своему двоюродному брату, и если хоть разок его не похвалят, весь день плохо себя чувствует. Внизу толпа бушевала громкими криками, способными ворваться в поднебесье: «Бей! Бей его! Срази его! Убей демона!» Гул становился все настойчивее. И Цзэжун присоединился к толпе. Сложив ладони раструбом у рта, он расхохотался и крикнул: «Мой царственный брат, атакуй! Тебе под силу уложить его одной рукой, проучи этого сопляка как следует». Неожиданно демон на платформе нанес удар, которым отбил меч селяня, чем вызвал слегка удивленный вздох последнего. Строго говоря, бой во время жертвоприношения небесам проводился как представление на радость богам. Оба участника сражались чуть больше, чем вполсилы, и этого было вполне достаточно. Однако от удара, который принц только что отразил, меч едва не вылетел из его рук. Очевидно, что противник вложил все силы в этот выпад. Селянь чуть приподнял голову и отчетливо произнес: «Му Цин». Юноша, исполняющий роль демона, не ответил. Вместо этого вновь бросился в атаку. Селянь, не растрачивая время на раздумья, звонко отбил несколько выпадов сабли, про себя подумав: а ведь так намного интереснее, чем обыкновенное сражение напоказ. Поэтому принц ощутил прилив бодрости и с воодушевлением бросился в бой. И тогда в воздух взметнулись искры от сошедшихся лезвий, а крики толпы достигли апогея. Казалось, они способны сдвинуть горы и сокрушить силу морей. Чем яростнее разгоралась битва на платформе, тем более неистово ликовала толпа под ней. Неожиданно раздался свист клинка, затем сверкнула слепящая вспышка, и люди, потрясенно вскрикнув, затаили дыхание. Произошло следующее. Сабля демона длиной в 9 чи оказалась выбита из рук тонким-тонким мечом воина, радующего богов, и отправлена в полет, после чего вонзилась в одну из каменных колонн, поддерживающих верхний этаж здания. Какой-то чересчур участливый зритель попытался выдернуть саблю из колонны, однако так и не смог сдвинуть лезвие, даже приложив неимоверные усилия, и потому воскликнул: «Что это за сабля? И какая силища нужна, чтобы нанести такой удар?» А на платформе воин, радующий богов, встряхнул длинным мечом, вновь легонько щелкнув по лезвию. Раздался чистейший звон металла, а из-под золотой маски послышалась усмешка. Селянь непринужденно и с удовольствием произнес: «Ты недурно сражался. И все же проиграл». Демон, лишившись оружия, опустился на одно колено и застыл, лишь безмолвно сжав кулаки. Селянь выписал мечом в воздухе 8 и вознамерился нанести последний удар, тем самым предав демона смертной казни под одобрительные вопли толпы. Однако внезапно откуда-то сверху раздался пронзительный крик. Селянь вздрогнул, потревоженный криком, опустил меч, слегка поднял голову и увидел только, как с городской стены стремительно падает размытый силуэт. В тот момент он не успел подумать ни о чем, все произошло слишком быстро. Принц легко топнул ногой, изящно оттолкнулся и воспарил в воздух, подставляя руки. Когда принц взлетел, рукава его одежд развернулись подобно крыльям бабочки, а когда приземлился, плавно сложились, будто перья белой птицы. Крепко прижимая к себе пойманного, Селянь коснулся ногами твердой земли, облегченно выдохнул и лишь после этого опустил взгляд. Он прижимал к груди маленького мальчика, грязного с головы до пят, с лицом, замотанным бинтами. Ребенок съежился у него на руках и, не смея шевельнуться, смотрел на принца.